Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на новое видео. Мы находимся в Сан-Маркос-Сьеррас уже не в первый раз, но на сей раз мы приехали на наш участок, где хотим построить небольшую комнату с туалетом. То есть это такой небольшой перевалочный пункт, куда мы можем приехать, например, на выходных. И, как сказать, нам здесь очень нравится, но проблема в том, что все-таки от нашего дома это 2 часа езды. И бывает, мы устаем все-таки. Вот приехали, там что-то перекусили, поехали на речку, и все как-то это так по-быстрому. Такое ощущение, что мы не успеваем как-то полностью отключиться и отдохнуть. Как мы купили этот участок, мне кажется, это будет отдельное видео, потому что мы на самом деле этого не планировали. У нас не было, в принципе, средств на это, но потом, как все сложилось, это я расскажу уже в следующий раз. Как я вам уже рассказывала, Сан-Маркос-Сьеррас находится в 2,5 часах от города Кордобы. И самые близкие такие городки находятся, в принципе, где-то полчаса езды или час. Да, вот самые близкие это Крус-де-Лехе, потом в другую сторону Капиш-Аль-Монте, но они тоже как такие поселки городского типа. И уже более крупный город это по 38-й трассе Ла Фальда, да, и дальше уже Карлос Пас и Кордоба. Вот, то есть сам поселочек находится далеко. По переписи населения в нем где-то около 1000 или 2000 человек. Еще не актуализировали эти данные. Вот, по старым данным здесь 1000 человек, но уже наверняка за 10 лет или чуть больше должно быть, наверное, раза в 2 побольше, так как есть сюда миграция, да, вот сюда приезжают люди из других городов, из других провинций жить. Конечно, есть часть населения, которое не постоянное население, а приезжают сюда, допустим, на несколько дней, на несколько недель или даже на несколько месяцев, у кого есть такая возможность. То есть у них здесь находится какой-то второй дом, но это не основное жилище. Вот, но все-таки много людей здесь проживают постоянно. Здесь некоторые люди, есть семьи, которые живут, есть люди, которые приехали сюда и решают создать семью, да, решают родить детей. То есть, несмотря на то, что поселок очень маленький и инфраструктуры не так-то уж и много, но все-таки есть все, что нужно для вот таких целей. И в нашем случае вот мы купили этот участок, и он находится в 5 километрах от центра поселка, да, то есть от центра Сан-Маркоса. Как так получилось? Как же нас все-таки занесло вот в такую даль, да? Вот. И вот в такой пейзаж, конечно, это сейчас зимний пейзаж. У нас больше половины года дождей вообще практически не идет, да, то есть потом это меняется, да, вот уже с первых дождей все это зеленеет и обрастает еще дополнительной растительностью, превращается в какие-то непроходимые джунгли. Вот, но, например, недавно мы видели здесь огромную змею, кораль, да, это змея-кораль с такими вот красными кольцами и черными. Потом, здесь, конечно, водятся пауки, скорпионы и другого типа змей. Но вот наш сосед, он здесь живет, он ничего пока особо не видел. Вот только видел вместе с нами эту змею-кораль. Потом мы лично неподалеку видели лисов. Потом здесь есть еще какие-то дикие коты, но они на самом деле даже не знаю, как переводится на русский, потом поищу. Здесь называется гато монтес, но это не просто дикий кот, это уже как другое животное из, скажем так, семейства кошачьих или фелинос. Но все-таки как же нас сюда занесло, и хоть мы пока думаем, да, в этом месте как место, чтобы провести выходные, но мы мечтали бы все-таки здесь жить.
Вопрос только с заработком. Мы еще как бы его не решили. Хотя есть такие авантюристы, они все равно переезжают сюда, несмотря на то, что этот вопрос не решен. И, насколько мы знаем, у них как-то все складывается. Да? Аргентинские люди, они умеют выжить. По крайней мере, этот тип людей, который хочет во что бы то ни стало уехать из огромных городов и обосноваться вот в таких местах, они находят способ, да, и у них, в принципе, все получается. Конечно, еще зависит от запросов каждого человека, но я думаю, эту тему мы будем развивать отдельно, хотя она может быть довольно-таки актуальная, но я думаю, есть разница вот для людей здешних, да, которые хотят что-то новое начать в другом городе, или для мигрантов, которые приехали с другой страны, ну, потому что есть еще дополнительные трудности, да, неимение документов, незнание языка, то есть там уже, конечно, совсем другая ситуация. Я бы даже не смогла сказать вот конкретно, как ее можно решить. Единственное, что я могу сказать, это что здесь есть еще земли, участки по доступным ценам, и есть разные методы строительства, которые могут очень снизить затраты. И это все-таки могло бы помочь людям выжить, так как, в принципе, самый огромный расход обычно это аренда. И, в общем, многие ставят ставку именно на это, да, вот что не придется снимать, и тогда на остальное все можно как-то заработать. Ну и в то же время здесь есть дешевая аренда, я уже про это говорила, но эти варианты резко исчезают в высокий сезон, так как место туристическое. Возможно, если найти другое место не туристическое, тоже можно будет как-то найти какие-то варианты, но в этих местах даже бывает нет опубликованных вариантов по аренде. Вот, например, Крус-де-Лехе, соседний городок. А нужно просто идти и стучать в двери, спрашивать у людей. Даже я знаю такие случаи, когда оставляли записки или письма под дверью. Вот видят дом пустой, спрашивая, хочет ли человек сдать этот дом, и оставляя свой контакт. Опять-таки я увильнула от темы, опять-таки не рассказала все-таки, как же я вот так вот одичала здесь, в Аргентине. Когда мы приехали, мне было 14 лет, мы жили в городе Сальта. Я мечтала жить в Буэнос-Айресе, где полно всего, где полно людей. Мне нравилось ходить в шопинг. В то время этот шопинг, да, или коммерческий центр, он был единственный в городе Сальта. И для меня это была такая вот одна из самых любимых прогулок. Даже если мы не могли особо ничего покупать, все-таки просто пройтись там, посмотреть на других, и чтобы на тебя посмотрели, да, это было интересно. Особенно, ну, конечно же, в подростковом возрасте. Что же случилось потом? Как получилось, что у меня тяга вот к таким местам, где я предпочитаю находиться ближе к змеям и скорпионам, чем к людям. А получилось так, что чтобы пройти через этих 7 кругов ада миграции или подросткового возраста, даже в определенный момент я уже не могла конкретно сказать, что мне было тяжелее. Я нашла какое-то успокоение именно в природе. То есть я поняла, что когда я выхожу в сторону гор, чтобы побыть как наедине с собой, вот, и я выходила со своей музыкой, со своими наушниками, и это меня делало такой счастливой, что я поняла, что это мне давало энергии для того, чтобы преодолеть любые препятствия. Потом так случилось, что я переехала жить в город Буэнос-Айрес. Ну, я жила там почти 2 года. Потом я жила уже со своим парнем в пригороде Буэнос-Айреса. Это я уже рассказывала в других видео. И я поняла, что, ну, в общем, что там мне не место. И было такое ощущение, что будто... Я не верю ни в какие души, да, но вот если передать это словами, будто у меня часть души моей просто отмерла она, да, вот я не чувствовала себя полностью живой, когда я потеряла возможность быть в таком вот контакте с природой, и мое мировоззрение вообще очень изменилось. Я даже прошла через такие этапы, где я мечтала уехать в Европу, потому что так складывается, вот, что здесь в Аргентине ты чувствуешь себя ближе к этому, да, потому что много людей европейского происхождения, есть люди, которые туда ездят, да, вот по работе или
У кого-то родственники там. Да, есть много эмиграции отсюда в Европу, так как, кстати, это в основном происходит не по аргентинскому паспорту, а именно потому, что у людей есть какое-нибудь итальянское или испанское гражданство, либо есть все документы, чтобы его потом там оформить, да, уже в Европе. И я поняла, что мне туда вообще не нужно, что мне там делать нечего, и что я мечтаю жить, да, вот именно в таком месте или такого типа. Если мы когда-нибудь сюда переберемся жить, то это не значит, что это будет навсегда, но мы уже знаем приблизительно, что мы хотим для своей жизни. И что, в принципе, нам, ну, в таких странах первого мира, и особенно перенаселенных, особо делать нечего. Хотя, конечно, во всех странах есть хорошие места, красивые. Но помимо этого, я еще не переношу совершенно холод. В этом месте бывает очень жарко, конечно. Зимой бывает до нулевой, ночью, даже до минусовой. Ну, я вам уже рассказывала про климат. Например, вот где мы живем в Риос-де-Башос. Здесь просто-напросто обычно на 2 градуса больше. Температура на 2 градуса выше. Режим дождей немножко отличается. Там, где мы живем сейчас, это находится с другой стороны горы, которая называется Сьерра-Чикас. И поэтому сами же горы, они не позволяют, чтобы облака переходили на ту сторону. Но... Ай, но, Кали, но! No, Cali, no, Cali, no, por favor. Ay, no. Que me da caso. Bueno. Теперь немножечко расскажу о наших друзьях. Они купили здесь землю, это с другой стороны, то есть следующая это наша земля, а дальше там виден вот этот потолок, это они строят свой дом, вот наш домик, а здесь это домик другого соседа нашего, но он здесь пока не живет, и он им просто его одолжил. И пока они строят свой дом, они живут вот в этом домике, в этой избушке. В конце октября у них родится ребенок, и они пытаются все-таки достроить свой домик и параллельно строят наш. Ну и вот так вот выглядит эта местность, когда уже немножко убирается растительность. Всегда стараемся не убирать деревья, а только какие-нибудь кустарники или там более травянистые растения, потому что все-таки мы не приехали сюда разрушать природу. Мы выбрали это место именно из этой природы. И мы хотим жить именно вот в таком окружении. Может, здесь все-таки много убрал сосед этих деревьев. Ну, ему уже за 50, и бывает, люди его возраста больше привыкли изменять свою среду и адаптировать, на какие-то вот такие стандарты городские, наверное. Он из Буэнос-Айреса. Ну, вообще-то, на самом деле, все мы тут приехали из Буэнос-Айреса, и в таких местах это очень обычно. Есть и местное население, но есть очень много населения, которое приехало сюда, может, когда-то на каникулы, влюбилась в это место и решила сюда перебраться. Я вам уже такие истории немножко рассказывала. Здесь, в Кордобе, их очень-очень много. Короче говоря, у нас такой менталитет, что поехать в село — это что-то романтичное, отдаленно от городов. Это какая-то мечта. Это не значит, что там не будет жизни. Все наоборот. Мы видим это как жизнь во всей своей красе. Здесь уходит много времени именно на обеспечение каких-то таких удобств, которые, допустим, в городе, они уже сами обеспечены, сами по себе. И что есть довольно-таки много работы руками, может с огородом, может, в общем, с обустройством. И это, мне кажется, иногда современному человеку очень не хватает, когда надоедает вся эта структура, работа в офисе,
и хочется какой-то перемены. Ну и, возможно, люди, которые рождаются и растут здесь, некоторым, наоборот, наверное, хочется поехать в город и поменять полностью обстановку в эту сторону. Но все равно я знаю людей, которые рождаются в этих местах и просто-напросто не могут их покинуть. И, ну, им не хочется, им не представляется жизнь в крупном городе. Надеюсь, вскоре мы сможем записать интервью на эту тему. Но пока что я вам просто показала немножко вот наш участок и кто тут с нами рядом живет. Помимо вот этих участков, практически их таких больше нет. Это было несколько гектаров, которые принадлежат одному человеку, и он просто решил подразделить кусочек возле дороги и сделал участки по 1000 квадратных метров, то есть это 10 соток. Все остальные гектары вот там дальше внутри, они так и остались, как огромное поле. То есть здесь не будет густого населения. Это и будут наши вот эти вот 3 домика. Потом еще через дорогу есть еще несколько участков. Возможно, там тоже будут постепенно продавать и строить. Ну, это нас как раз-то и привлекло в этом месте. Вот это спокойствие. И в то же время за 15 минут можно доехать на машине до центра Сан-Маркоса и, в общем, там все самое необходимое раздобыть. Даже если есть какие-то проблемы с машиной, в данном случае это довольно-таки плоская местность, и можно съездить на велосипеде. Здесь велосипедами люди пользуются. Но имейте в виду, что бывает очень сильно жарко, наверное, до 40 редко, конечно, но 35 градусов здесь могут быть спокойно, да, 35-37 это бывает довольно-таки часто летом. Ну и бывают в то же время очень сильные ливни. Бывают сильные ветры, этот климат не такой уж и экстремальный, в принципе. Можно правильный тип постройки продумать, окна и вентиляцию, то можно жить без всяких там кондиционеров. Зимой всегда советую в этих местах иметь печечку, да, вот на дровах. Это самое эффективное здесь. Распространяются те же самые принципы, как и там, где живем сейчас мы. Ну, я думаю, на сегодня это все. Я хотела показать эту местность и представить наших друзей. Увидимся в следующем видео. Пока!